В этом году случилось то самое страшное, чего боялись фанаты Porsche. Марка представила новый 911 с новым кузовом, с новыми системами и с новыми моторами. С 7-го поколения вся линейка Carrera перешла с классических атмосферных двигателей на битурбо. Неудивительно, что фанаты марки тут же забили во все колокола. Мол, поедет не так и звучать будет не конкретно. И чтобы проверить, стоит ли старым псам бояться новых трюков, я поехал в Сочи на трассу Формулы-1, где можно было протестировать все модели от базовой Carrera до фантастического Turbo S. И пока все хватали машины с жестким верхом, а я достал себе кабриолет. Лучше для лысеющего мужчины среднего возраста нет. В повседневной жизни автомобиль — это стальная коробка, а кабриолет — совсем другое дело. Нажал на кнопку, и вот тебе открытое небо. А в остальном никаких отличий от обычных моделей Porsche ни внутри, ни снаружи. Но главное в том, что присутствует фирменный стиль Porsche, который ни с чем другим не спутаешь. Салон, как видите, похож на распорядок дня у хорошего атлета. Все строго по нормам, строго по калориям. Но, тем не менее, спереди довольно просторно. Есть даже задние сиденья, и на них можно кого-то посадить. Ну, при условии, конечно, что вы законченный садист. Хотя большинство изменений носят косметический характер, и вы их не заметите, если не обладаете фотографической памятью, кое-что все же притягивает взгляд. Отличить салон нового Porsche 911 от старого всегда было довольно трудно, потому что они были практически одинаковые. В новом 911 все намного проще. Да, общая концепция осталась прежней. Все узнаваемо. Если вы ездили на 911 старой генерации, вы безусловно легко и буквально за секунду разберетесь с тем, что и как здесь работает. Все находится там же, где оно и было. Но есть новые вещи. К примеру, вот этот руль от 918 модели. Это, напомню, гиперкар, который производился всего в количестве 918 штук, не считая коммерческих моделей, которые использовались самим Porsche. Здесь появилась также система настройки двигателя, то есть я могу, как в Ferrari, выбрать обычный режим, спортивный, спорт плюс, либо вообще полностью индивидуально настроить машину под свои потребности. Разумеется, сохранились лепестки подрулевые, появилась новая мультимедийная система, которая отлично работает с Apple-овскими гаджетами и получила практически все те же настройки, которые имеются в современных смартфонах. То есть вы можете смахнуть с экрана, увеличить изображение, все, что ваша душа пожелает. Старый и новый 911 теперь не перепутает даже склерозник. Если вы не запомнили, а вы, скорее всего, не запомнили, как выглядят воздухозаборники, бампера и фары, то вот вам главная подсказка. Теперь вся оптика на фирменной четырехточечной схеме, как, например, у Макана. Если видите в одной фаре 4 источника света, значит это новый 911. Но главное вовсе не во внешности, а в технике. И если с дизайном Porsche не особенно возятся, то инженерам сказали: «Das новый Porsche должен быть быстрее и лучше. Arbeiten!» Новый 911 от души напичкан системами активной и пассивной безопасности, которые не только сохраняют жизнь водителю, но еще и позволяют показывать отличные результаты на треке. Разумеется, здесь, в городе, я никак не могу это проверить, ограничения мешает, да и трафик весьма плотный. Ну и вообще, в городе такими вещами заниматься, наверное, все-таки не стоит. И новый 911 действительно стал лучше и быстрее. Он получил модернизированную систему регулировки жесткости амортизаторов. Это 6 рабочих характеристик, более точная регулировка, повышение комфорта и фантастическое сцепление с дорогой. Все это теперь в базовой комплектации. Появилась новая гидросистема компенсации кренов, управляющая стабилизаторами. Есть улучшенная система контроля курсовой устойчивости. Электроника подтормаживает внутренние колеса, буквально заправляя
пуская машину в поворот. И, конечно, есть новая система контроля за звуком двигателя. Ответственно заявляю, что Porsche 911 с откидным верхом прекрасная машина для города. Управляется отлично. Подвеска комфортная, причем ее можно настроить на спортивный манер, тогда она станет гораздо жестче. Можно добавить саунд выхлопным трубам, тогда они будут просто звучать как молот Тора, которым он бьет по пустой канистре. И вот теперь самое главное – двигатель. В Porsche решили, что турбомотор лучше. Теперь тут 2 турбины с изменяемой геометрией и хитрая система управления подачей топлива. Когда вы отпускаете педаль газа, прерывается подача топлива, но турбина продолжает гнать воздух в цилиндры. И если вы снова нажмете на газ, то последует мгновенный отклик. Так что если вы вдруг захотите найти турбояму в Porsche Carrera, то вам понадобится микроскоп и секундомер с тысячными долями секунды. Ее там просто нет. А еще новые двигатели на 20 лошадиных сил мощнее. У моего Carrera 4S 420 лошадиных сил, а топлива он ест меньше, чем его предшественник, примерно на литр на 100 километров. Что касается звука, то... Звук изменился. Больше ярости, больше истерики и высоких нот. Басы немного прибрали. Возможно, если у вас музыкальный слух, то вы будете рыдать, вспоминая старые атмосферники Porsche. А я не стану. Мне звук нравится, хоть он и не способен обрушить стены Кремля. Porsche позиционирует 911 модель как спорткар на каждый день. То есть вы можете ездить на нем по своим делам, на работу, развозить детей в школу, на дачу. И это все в любое время суток, в любое время года, даже зимой. Сейчас я могу точно сказать, что Porsche прав, потому что я сейчас еду по городу, стою в пробках, на светофорах и никаких проблем не испытываю. Двигатель делает свою работу, исправно глохнет на светофорах, потом включается, экономит топливо. Коробка передач делает свою работу, переключается вовремя, быстро, ровно и четко. Она понимает, когда я хочу кого-то обогнать или наоборот замедлиться. Да, это спорткар на каждый день. И, честно говоря, я считаю, пусть это будет лучше кабриолет, потому что летом вы не пожалеете о том, что крышу можно убрать. Прежде чем поговорить о других достоинствах кабриолета, скажу, что Porsche модернизировал и без того шикарную коробку PDK. Кроме всего прочего, туда добавили 2 виртуальные передачи, как в 911 Turbo. Смысл в том, чтобы ускорить отклик на педаль газа и сэкономить топливо. Технология работает, но возникает вопрос износа деталей коробки во время допустимого проскальзывания. В Porsche говорят, что все сцепление в масляной ванне и ничего ему не будет, а износ с лихвой перекрывается экономией топлива в городском ритме. Кстати, и ваши деньги на запчасти Porsche теперь тоже экономит. Porsche придумал отличную штуку для города. Дело в том, что владельцы предыдущих моделей часто жаловались на то, что при подъеме на пандусы, на парковке, при проезде лежачих полицейских, они волей-неволей задевают передним бампером за выступы. И таким образом можно повредить передний спойлер, который довольно дорогой и, как говорят сервисные станции, может просто стать у вас расходной деталью. Так вот, здесь в салоне есть кнопка, которая поднимает переднюю часть на 4 сантиметра. А теперь про достоинство кабриолета. Правда, говорят, что Porsche с откидным верхом, впрочем, как и длинноногая юная подружка, верный признак кризиса среднего возраста. Но кого это волнует, когда все это можно себе позволить? Я специально выбрал модель с откидным верхом. Дело в том, что под обычной железной крышей мы ездим практически каждый день. А вот так, чтобы откинуть крышу и наслаждаться морским воздухом, увы, возможно, не всегда. Кроме того, мне очень хочется понять, каково жить с кабриолетом Porsche. Пока получается очень неплохо. Ветер в салоне не мешает мне разговаривать, он не портит мою и без того испорченную прическу, потому что сзади стоит вот этот ветрозащитный экран. Если его убрать, ситуация будет намного хуже, но не критично. А с поднятым экраном можно разговаривать, не повышая голоса. Можно слушать музыку, можно слушать шум моря, его даже отсюда слышно. В общем, отличная машина.
Разумеется, у кабриолета есть и недостатки. К примеру, он тяжелее, поскольку конструкцию кузова надо усилить. Следовательно, он медленнее. К счастью, всего на 0,2 секунды. Вас это волнует? Меня нет. Мягкая крыша зимой плохо? Никакой разницы. Однажды проверял. Да и отопление в 911 настолько мощное, что в минус 15 можно и без верха ездить. А вот безопасность – другое дело. Потенциального покупателя кабриолета беспокоит, естественно, вопрос безопасности. Аварии бывают всякие, машина может перевернуться. Porsche об этом подумал. Вот эта рамка ветрового стекла настолько прочная, что даже если машина ляжет, грубо говоря, на крышу, она не согнется и ваша голова не пострадает. Разумеется, если она не уторчит вот так вот над рамкой. Так что в плане безопасности Porsche кабриолет хорош как никто другой. Он быстр, роскошен и открыт всем ветрам. Он заставляет сердце биться чаще, обостряет ощущения, и вы чувствуете себя так, словно вам опять 18. И да, это симптом. Но ведь вам плевать. Эта машина может подарить столько радости, что нет смысла обращать внимание на такие мелочи. Но тут я нашел главную проблему нового 911-го. Теперь поговорим о цене Porsche 911 и о том, стоит ли вообще тратить деньги на этот автомобиль. Конкретно вот эта машина стоит больше 10 миллионов рублей. Цена весьма немаленькая. С другой стороны, Porsche стабильно занимает лидирующие позиции по качеству. Это подтверждают и немецкие рейтинги, и американские. То есть, покупая эту машину, вы делаете отличное вложение, потому что Porsche практически не ломается. И, как я уже говорил, Porsche позиционирует свои машины как спорткары на каждый день. И вы действительно можете ездить каждый день. Если вы спросите меня, стоит ли покупать 911, и я скажу «да». Он далеко не эталон красоты, но символ гениальной инженерии. Он дорог, но дарит бездну эмоций. Это икона спортивного автомобиля и пример того, как технический гений воплощается в металле. Можно ли простить его за другой звук? Можно ли принять его после того, как он стал менее опасным и заботиться о водителе, раздвигая границы его возможностей? Убил ли его душу вездесущий маркетинг? Я думаю, что нет. 911 не стал хуже. Он стал ближе, экономичнее, безопаснее, быстрее. Разве не по этому пути идет эволюция автомобиля? Я понял, что Porsche 911 не изменил себе. Он просто стал немного взрослее.